Сегодня у нас расклад «Какое счастье ждет за поворотом». Сегодня, надеюсь, плохих карт не выпадет, а то вам очень не нравится. Ну, что поделать, что выпадает, то и читаю. И напомню, что расклады на самопознание в закрытом теперь чате будут спонсоров на Ютубе. Они будут во вкладке «Плейлисты», в плейлисте «Закрытые расклады». Ну а спонсоров Бусти будет в чате Telegram, да, чтобы не было проблем со всякими там блокировками и так далее. И Telegram, он всегда работает. Ссылки на Бусти в описании к этому раскладу и в закрепленном комментарии. Так разговариваю, потому что мне уже сказали, да, чего это ты запинаешься. Те, кто англоязычные зрители, они меня сейчас слышат на английском языке, и вот это я и сделал. Делал неделю, это моя программа, да, которую я сделал, чтобы она автоматически переводила. И, соответственно, не спал очень много, делал днем, ночью, круглые сутки. И все-таки добился, как говорится, и все. Так, давайте начнем расклад уже. Итак, первый вариант. 4 кубков. Мир. Королева жезлов. Королева мечей. И шут. Сегодня кратко будем, да? Не будем затягивать. Ну смотри, передо мной, как всегда, бумажка с вопросами. И первый вопрос: в какой области жизни уже назревает радостное событие, даже если ты этого пока не видишь. Это я увлекся и писал очень длинный вопрос. Так вот, ну смотри, тут ты слегка утомилась, проще говоря, от вот этой, как сказать, рутины. В личной жизни ничего нового, работа, как вот фильм, есть же «День сурка». Вот она у тебя вот так вот. То есть каждый день одно и то же. Ты уже знаешь, кто как здоровается, и ничего не меняется. А друзья, они себя чем-то занимают, да, но тебя это, как сказать, не цепляет. Но тут знаешь что? Небольшой хаос в твоих чувствах зреет уже. Потому что тебе кажется, что все застряло, да, вот в этом однотонном болоте. Но уже сейчас, в это мгновение, в это время, да, кто-то или что-то набирает силу, готовое радикально встряхнуть твою скуку. С виду никаких признаков предстоящего чуда ты не видишь. А по факту, это, знаешь, это чудо я бы назвал вот в руках, если держишь, да, конфетку, то вот эта конфетка называется неожиданная встряска. И вот это чудо уже назревает. Тебе придется пересмотреть свой взгляд на все, что ты абсолютно игнорировала. И событие, которое произойдет, связано именно с ощущением новой волны. Причем внутри сердца они вот так вот. Как будто искра проскочит там, где, как говорится, где даже угля нет. И это счастье, конечно же, в сфере твоих эмоций. И скоро ты поймешь, что они вновь способны тебя удивлять. Твои чувства, я имею в виду, эмоции. Что или кто подсознательно готовит тебя к этому счастью, да, незаметно направляя в нужную сторону. Ну, тут смотри, есть такой человек, возможно, даже несколько, который хочет тебе лучшего, чем ты сама себе желаешь. Ты можешь даже не замечать его стараний, потому что ты у нас в болоте, да? А он поступает еще тихо,
не кричит про советы свои, а просто дает тебе пространство для развития. Понимаешь? И вот это еще незримое влияние обстоятельств. Когда вот есть же вот, болтать не хочу, но давай я тебе расскажу. Вот есть же такие вот случаи, да, например, это я тебе просто пример говорю. Вот чтобы сложился пазл. Например, ты идешь по улице, и у тебя спросили: скажите, пожалуйста, который час? И ты сказала. Вот смотри, дальше идет разветвление. Ну, я имею в виду обстоятельств. Вот этот человек, узнав, сколько время, да, он там торопился куда-то, он ускорился, успел, в его жизни все хорошо, все, жена, дети и так далее и тому подобное, и он счастлив. А второе развитие событий ты не сказала, ну, сколько время. Он продолжил идти как шел, там его с работы уволили, жена ушла, дети, как говорится, и так далее, и он покончил жизнь там вот такими вот штуками. То есть, понимаешь, да? А ты всего лишь сказала время. И вот у тебя в жизни начинается, вот не начинается, оно уже идет, вот это влияние обстоятельств. От самых вот маленьких, да? Вот даже вот, например, ты за хлебом пошла, хлеба не было, ты пошла дальше, и все понеслось, и всего лишь из-за, как сказать, из-за того, что в магазине не было хлеба, и тебе пришлось в другой идти, и там ты встретила мужчину, да? Это пример просто. То есть сейчас обстоятельства уже работают над твоим вот этим счастьем, понимаешь? А подсказки идут они через беседы, через вот смешные случайности, просто какие-то жизненные уроки. Даже вот, давай на моем примере, да, давно-давно была у меня девушка, любил ее и так далее, она мне изменила, я застал, и все. Ну, то есть, а потом вот прошло 10 лет, и я думаю, блин, ладно, хоть она мне изменила. Вот у тебя примерно точно так же. Даже самые плохие, там, мужик бросил и так далее, они сейчас тебя ведут к счастью к твоему. Понимаешь? И все вот эти жизненные уроки, обстоятельства, случайности и так далее, они тебя подталкивают к тому, чтобы ты вышла из своей скорлупы. Понимаешь? Но все идет в твоем случае мягко очень. Без принуждения, без вот этого всего. И они тебе, вот эти обстоятельства, я имею в виду, напоминают, что ты достойна движения вперед. Не зарывайся в этих грустняшках. Понимаешь? И, конечно же, скоро будет. Какие твои внутренние качества помогут принять это событие и не упустить его? Ну смотри, вот сейчас ты сама вот чувствуешь, что в тебе вот этот маленький-маленький огонек искрящийся есть. Когда ты вот готова выходить, да, на улицу, да, там на сцену, мягко говоря, образно говоря, и говорить: да, я умею жить ярко, а не только по расписанию. То есть у тебя вот это уже тлеет, понимаешь? Не тлеет, а искрится. И если ты дашь себе команду вот эту вперед, да, то ты прям зажигалочкой станешь. Причем там, в любой компании, в любом на работе. Я заговариваюсь, потому что, еще раз повторяю, я не спал очень долго. Так, ну вот, и все вот идет к тому, что дерзко ты раскроешься, понимаешь? Ты свою уверенность прям развернешь на полную катушку. И событие, которое будет твоим, оно придет. Твой заряд, он, знаешь, он сам по себе привлекает к тебе нужных людей, нужные возможности. Вот для примера, да, у тебя вот, например, когда все становится плохо, у тебя всегда есть какой-то выход, да, который неожиданно приходит. И вот тут точно так же работает.
Что может помешать счастью, да, проявиться во всей красе, если ты внимания не обратишь? Ну, холодный подход. Когда вот вместо того, чтобы позволить своим чувствам и позитивным переменам раскрыться, если ты начнешь все, как сказать, разрубать логикой своей, там, сомневаться, под сомнение ставить, там, говорить вот это вот паразитарно, а что, если не получится? Понимаешь? Но тебе нужно погружаться не в рассуждения, типа вот, а что, если не получится, да? А говорить, раньше же у меня получалось, да? То почему сейчас не должно получиться? И еще опасность есть, если ты решишь, так сказать, вот как тельцы рогами упираются, вот как сказать, в неприступную позицию, да? Я все знаю лучше, у меня свои принципы, я не хочу там подстраиваться, я не хочу, это не мое, я недостойна, и вот это все. И вот этот острый настрой он просто превратится в барьер. И тогда никаких... Фу, да что ж такое? И тогда никаких тебе высот не видать, понимаешь? Тотальный контроль убивает любой намек на сказку. Понимаешь? А мы еще про счастье говорим. А счастью-то что нужно, чтобы оно сбылось? Счастью нужен простор, а не холодный анализ, понимаешь? Какой самый приятный итог принесет это радостное событие в твою жизнь? Ну смотри, когда все вот это произойдет, то ты себя освобожденный почувствуешь вот от вот этих мрачных мыслей, оков, вечной гонки за идеалом. То есть вот это все, оно отступит. Это будет глоток свежего воздуха. И он тебя зарядит, как говорится, и задором, и всем подряд. Ну, позитивным я имею в виду. Ты в свою жизнь пустишь вот такую частичку, как сказать, веселой авантюры. Понимаешь? Ты мне скажешь, мне 60 лет, ты что, я уже тут собралась, да? Но, еще раз повторяю, наш возраст – это состояние наше внутреннее. И если ты в душе, как говорится, ребенок, то вообще все равно, сколько тебе лет. У тебя будет собственная свобода. Вот прям собственный мир, собственными авантюрами, собственной вот на душе легкость, понимаешь? И это будет приятный итог, если не упустишь. Вот такой был расклад. Давайте перейдем ко второму варианту. Девятка жезлов, девятка кубков, дьявол, солнце и король жезлов. Ну смотри, первый вопрос, если ты скачешь по тайм-кодам, сразу предупрежу, я устал, долго не спал, поэтому у меня заплеток языкается. А в какой области жизни у тебя уже назревает радостное событие, да, даже если ты этого не видишь? Ну, ты сейчас, вот сейчас, в данный момент, в моменте у тебя груз забот, плюс много планов, ты устаешь, ты резко включаешься, ты вот катаешься на вот этой качели и себе выдохнуть вообще не даешь. Но, мой юный друг, в глубине всей вот этой ерунды, да, суеты, уже начинает зреть приятная неожиданность, которая связана с твоей активностью. Скорее всего, это вот, знаешь, вот эта зона, где ты привыкла долго пробиваться, да, терпеть сложности, там, работа, например, да, ну или собственный какой-то бизнес, где вот, как сказать, там, где вот редко видишь, как сказать, яблоки посаженные. Плоды сразу не видишь. Но сейчас там и закладывается вот этот зачаток настоящего прорыва. Когда обстоятельства чуть поменяются, да, и ты внезапно ощутишь, что вот, как сказать, вот, это вот, как сказать,
Вот опаньки, сюрпризик. Вот примерно вот, да. Я слов подобрать не могу. Но ты поняла, да? Опаньки, сюрпризик. Это там, где у тебя твоя активность, вот это повседневные сложности. Но ты пока этого не осознаешь, потому что это все зачаток. И скоро положительные результаты проступать начнут. И все, что ты несла на своих плечах, это тебе окупится счастьем. Счастьем. Радостью. Что или кто подсознательно готовит тебя к этому счастью, да, незаметно направляя в нужную сторону. Но смотри, этот человек есть в твоем окружении. Это, как сказать, его взгляды, его поддержка, они тебя немножко расслабляют. Вот эту твою настороженность и постоянно быть на пике. Хотя это может быть еще твой внутренний голос, да, оптимизм который. Но это, скорее всего, человек. Понимаешь? И вот этот человек, он напоминает о том, что ты достойный счастливого, как сказать, исхода, да? Сколько бы сомнений твою голову маленькую не переполняло, но ты достойна счастья. И вот этот человек, он постоянно тебе это наполняет. Это всегда ненавязчиво. Нет, он тебе, вот этот человек, он, это я имею в виду человек, это может быть и подруга. Вот этот человек, он всегда тебе, как сказать, не прямо, ненавязчиво хвалит. Ну там, ты хорошо справляешься, ты вот это хорошо, ты умничка и так далее. Понимаешь? И вот этот человек, он тебя как бы на подсознательном уровне толкает в твое счастье, понимаешь? Самой тебе кажется, что все медленно движется, да, но на самом деле тебя направляют вот эти подсказки, причем уже довольно-таки давно. Какие твои внутренние качества могут принять это событие, да, и не упустить его? Но у тебя у самой есть очень сильное стремление к счастью. Искорка в тебе уже есть, она вот тебе не дает пессимиздеть. Пессимизмом заниматься. Я извиняюсь. То есть пессимизмом застрять в этом опускании рук. И вот когда ты чувствуешь, что есть возможность, как говорится, отхватить радость, да, ты способна вот эти страхи выкинуть. Сам не понял, что сказал. В общем, твое умение раскрываться и заряжать позитивом, оно свое дело делает. То есть вот этот задор, он у тебя есть, аппетит к жизни, я бы сказал. И желание у тебя глубоко внутри, оно есть, вот это брать от жизни все. И вот это будет ключиком к этому счастливому повороту, понимаешь? Но есть, конечно, всегда но. Комплексы. Комплексы, которые тебе зашивают твой рот. Понимаешь? Нужно убрать вот эти комплексы. А у тебя, как сказать, у тебя внутри огромная вот эта живая энергия. Готовность огромная у тебя к новым там приключениям, впечатлениям. У тебя есть способность мелочам радоваться. И вот это будет ключиком. И как только вот этот шанс появится, да, то твоя вот эта природная жажда взять от жизни все, она гарантирует, что ты не отступишь и не скажешь, там, я боюсь и так далее и тому подобное. Наоборот, ты скажешь, да, я готова, я хочу счастья, дайте мне 2. Что может помешать счастью проявиться в этой всей красе, да? Внутренний саботаж. Мне тут трактовать даже не нужно. Внутренний саботаж. Потому что ты его любишь так же, как и счастье. Тебя хлебом не корми, дай посаботировать все, да? И самокопашки, и неуверенность в своих собственных силах, и там... А вдруг за этим подвох? А вдруг не получится? И вот это все вкупе, это тебя может остановить.
потому что вот этот саботаж, да, он и проживающим мешает. У них начинается вот это вот, как говорится, проработки, да, а это мягко-то не проходит, и вот у них начинается «это не мое, простите, я не смогу». Вот примерно вот так вот все. Тебе нужно отпустить постоянный контроль. Жизнь чуть-чуть, она сама тебя зарулит, как его называют, повернет в сторону счастья. Понимаешь? Главное, в твоем случае все просто. Не сопротивляйся. Ну, это легко сказать, как говорится, да, но тяжело сделать. Какой приятный итог принесет вот это радостное событие в твою жизнь? Ну, знаешь, ты почувствуешь, что вера в чудеса вернулась. Речь не про вот эту восторженную наивность, да, а это про приятное чувство раскованности, что ли. Когда ты вот перестаешь опасаться, что все пойдет не так. Вот как по-другому это слово назвать, я не знаю. Это, знаешь, это будет похоже на вот «Ура! У меня получилось! Я способна радоваться» и в припрыжку вот так вот, вот так вот. И вот это ощущение, оно тебе и нужно. Вот этот поворот судьбы, он даст тебе вот это ощущение. Понимаешь? И, конечно же, как сказать, подъедет к твоему повороту судьбы волна удачи в плане денег. Понимаешь? Или вот в плане денег, или вот в признании твоих умений. Понимаешь? Твой мир, он полнее станет, потому что ты разрешишь себе впустить вот эту искорку счастья в свою жизнь. Понимаешь? А она уже легко расширится до костра. Понимаешь? И главное, что принесет тебе этот поворот, ты убедишься, что жизнь, она способна вот удивлять приятными подарками, а не только плохими новостями, которые ты так очень любишь читать. Давайте перейдем к третьему варианту. Пятерка жезлов, рыцарь жезлов, сила, семерка жезлов и пятерка пентаклей. Ну смотри, в какой области жизни уже назревает радостное событие, да, даже если пока ты этого не видишь. Ну, понятно, да, у тебя споры со всем миром. И вот в этом споре, в вашем споре с миром, да, скоро лучик света появится. В сфере, вот где ты все время доказываешь кому-то свою позицию, да, устаешь от вот этих бесконечных разборок, придет позитивный поворот. Почему так читаю? Потому что у нас название расклада, посмотрите. Это касается работы и вот этих стычек с мужем домашних. То есть будет такой момент, когда твои аргументы, они прям засверкают так, что твой соперник по вот этим спорам признает твою правоту. И в этот же день ты вот почувствуешь, да, я классная, я не обязана больше из кожи вон лезть. Что ли кто подсознательно готовит тебя к этому счастью, да, незаметно направляет тебя в нужную сторону. Ну, тут понятно, да? Это персона с резвым характером. Этот человек, он тебя, подталкивает постоянно поступать смелее, да? Даже если ты злишься на него там и так далее, потому что он горячий, у него темперамент. Он, знаешь, он тебя кидает в активность. Он тебе не просто подсказывает, он тебе не дает вот долго в тишине сидеть. Он тебя прям толкает. И твое подсознание через его вот эту огненную натуру, оно
как сказать, развивает в тебе умение вперед рваться. И каждый его вот этот внезапный вызов, предложение действовать, толчок действовать, волшебный пендель, извините меня за выражение, действовать, это отодвигает твою усталость, да, и настраивает на боевой лад. Поэтому пусть он вот действует иногда грубовато, да, но именно это заставляет тебя не бояться счастливых перемен. Как ты ни крути. Качества какие внутренние помогут принять это событие, да, и не упустить его? Ну, потому что в тебе огромный запас стойкости. Тут трактовать не нужно. Когда жизнь тебе дает проблему, то ты не убегаешь, а наоборот, ты включаешь свою вот эту уверенность, силу внутреннюю. Понимаешь? Вот это и будет ключом к удержанию вот этого счастья, которое к тебе идет. Ты умеешь чувствовать сердцем, и в ту же минуту ты вот ставишь границы, когда кто-то их переходит. И вот этот баланс между мягкостью и волей твоей, да, вот этим стержнем внутри тебя, он тебя много раз спасал от вот этих неприятных поворотов. И именно вот это вот качество, оно позволит схватить радость, вот эту счастье, да, за поворотом, и не дать ее другим сожрать, извините меня за выражение. Что может помешать счастью, да, проявиться во всей красе, если ты внимания не обратишь на это? Ну, ты знаешь, вот ты по жизни упрямая. И вот ты упрямо отстаиваешь какую-то свою правду перед кем-то, даже фантазийным, возможно. Даже когда уже пора отпускать ситуацию, да, там, иди, давай, иди. А у тебя борьба. С тобой никто не воюет, а у тебя борьба. И вот эта постоянная вот эта борьба, да, защита своих позиций, это перерастает в очень огромную напряженность внутри тебя. И если в момент, вот когда судьба, как говорится, в дверь постучится, да, то ты вот можешь быть, как сказать, ты в это время можешь занято быть вот этой подозрительностью своей. И просто не заметишь, как говорится, руку с протянутым для тебя счастьем. Подвох в том, что иногда наше упорство, оно нам служит плохо. Понимаешь? Оно держит постоянно нас вот в состоянии боевой готовности, не давая ни расслабиться, ни увидеть счастливый шанс. Какой самый приятный итог может принести радостное событие? Ну, облегчение вот, где ты, знаешь, в какой сфере, где тебе отчаянно денег не хватало или поддержки, ресурсов. Если раньше вот чувствовался вот дефицит, да, там в деньгах, в энергии, в эмоциях, то вот теперь начнут двери открываться к улучшению вот этого комфорта, понимаешь? Это не будет вот эта мгновенная золотая гора. Это будет как вот то, что часть твоего нервного напряжения, оно отступит. Это не будет взмах волшебной палочки, ни в коем случае. Но в итоге ты почувствуешь, что ты больше не зависишь от вот этих своих собственных ограничений. И у тебя будет в голове, что можно смело планировать будущее, которое ты сейчас, кстати, боишься. И у тебя не будет вот этой в голове, а вдруг не хватит сил, а вдруг не хватит денег, а вдруг не хватит там поддержки и прочее вот это, что ты любишь. Вот это счастье, которое тебя ждет за поворотом, и которое, я надеюсь, ты не упустишь, оно вдохнет в тебя веру. А веру во что? То, что трудности можно преодолеть и дальше расти. Я, знаешь, какие комментарии не люблю? Хорошо, буду ждать. Да не ждать нужно. Нужно действовать. Я буду ждать волшебника на золотом вертолете, но он не прилетит. Пока ты сама ничего не сделаешь, ничего не будет. Если ты ждешь волшебной палочки, то тебе
Ну, на расклады, где лапшу вешают. Итак, простите меня, троечки, короткий расклад, но я уже все заговариваюсь. Отосплюсь сутки и буду дальше вам снимать нормальные расклады. Просто реально 3 дня уже не спал. Все. Всех обнял, поднял, приподнял, и я спать пошел.